Привет, друзья! С вами Лада, и мы продолжаем тему узоры в плетении из газет. Давно не было узоров. В этом видео покажу узор из газетных трубочек столбики с накидом. Есть несколько вариантов плетения этого узора. Например, в этой сумке мы плели столбики с накидом одной трубочкой. Это были ажурные вставки, очень красиво и интересно смотрятся такие вставки. Кстати, в описании под видео я оставляю ссылку по плетению этой сумки. А вот в этой корзиночке я плела тоже столбиком с накидом уже двумя трубочками, веревочкой 2 трубочки, но делала виток только одной из них. Тоже интересно получилось, ссылку на видео по плетению этой корзины оставляю в описании под этим видео. Здесь мы плетем этот узор двумя трубочками, веревочкой в 2 трубочки, но делаем витки 2 трубочками одновременно. Есть несколько способов начала плетения этого узора. Первый, самый простой. Это когда у нас рабочие трубочки остались от плетения предыдущего ряда. Я их никуда не прячу, не убираю. И сейчас я их буду использовать для плетения этого узора. Здесь я плету этот узор 2 разноцветными трубочками, поэтому одну из этих трубочек я наращиваю на трубочку другого цвета. И наращиваю я именно ту трубочку, которая идет за стойкой. Именно эту. Итак, трубочка у нас нарастилась, и сейчас этой же цветной трубочкой я делаю виток на следующей стойке. Для удобства я этот виток назову нижним витком или первым витком, как хотите. Делаю виток очень-очень аккуратно и держу стойку также очень аккуратно, чтобы ее никуда не повело. Итак, сделала виток, оставляю эту трубочку в стороне. Конечно, виток немного у нас распускается, в этом ничего страшного нет. И сейчас я на этом же витке, на этой же стойке делаю следующий виток уже второй трубочкой. Для удобства я назову этот виток верхним витком или вторым витком. Получается, что у нас на одной стойке 2 витка, нижний и верхний. И сразу же этой трубочкой, которой я сделала верхний виток, перехожу на следующую стойку и делаю ей нижний виток. Здесь очень аккуратно нужно смотреть за стойками. Вообще такой узор легче всего плетется по форме. Тогда стойки не гуляют, держатся ровно, вертикально, и их легко контролировать. Беру цветную трубочку, делаю перекрест между стойками ей и делаю виток уже верхний на следующей стойке. Вот таким образом у нас это все получается. Сделали виток на этой стойке, переходим к следующей и делаем на следующей стойке виток этой же цветной трубочкой. Получается, мы как бы плетем веревочкой в 2 трубочки, но каждый раз мы делаем витки на стойке. Вот что получается. Здесь вы видите, что трубочки уже практически закончились, и их нужно нарастить. Я покажу несколько видов наращивания трубочек в этом узоре. Самые удачные и самые неудачные способы наращивания здесь. Смотрите, здесь у нас трубочка подходит уже к самому витку. И я попробую нарастить в этом месте. То есть здесь у нас будет идти виток вокруг стойки. Посмотрим, как в этом случае, будет ли видно у нас наращивание, будет ли нам комфортно. У той трубочки, в которую я буду вставлять кончик, я немножечко срезаю начало где-то 2 мм. Аккуратно вставляю, главное, чтобы место наращивания не было видно. Практически здесь так и получилось. И сейчас делаю виток на этой стойке. Получается, что как раз наращивание у нас получается именно на виток. Скажу так, что это не очень удобно и не очень эстетично красиво смотрится. Так что этот способ наращивания я забраковала. Не стоит такое делать и повторять. Следующей трубочкой цветной делаю виток верхний. И перехожу к следующей стойке. Буду делать виток нижний. Здесь она у нас тоже заканчивается. И сейчас попробуем нарастить трубочку вот в этом месте между стойками. При наращивании обязательно используем клей. У меня это ПВА. Вы можете использовать и ПВА клей, и любой полимерный клей, какой вам удобно, какой вам больше нравится в работе. Делаем виток верхней вот этой трубочкой. Следующее, перехожу к следующей стойке, делаю здесь нижний виток. А теперь смотрите внимательно. Вот этой цветной трубочкой мы сейчас будем делать верхний виток. Но
у нас получается, что место наращивания произошло именно посередине стоек. И оно, к сожалению, тоже здесь видно. Поэтому этот способ наращивания я тоже забраковала. А сейчас я покажу идеальный способ наращивания трубочек в этом узоре. Смотрите, у нас здесь трубочка как раз закончилась, нужно сделать ей следующий виток, и здесь я ее обрезала между стойками. Здесь у нас есть перекрест, причем цветная трубочка поверх идет следующий, а вот в этом месте как раз таки она прячется за следующую, в этом перекресте. И вот именно в этом месте, где она у нас прячется, я ее и буду наращивать. Немного подрежу. И наращиваю эту трубочку в этом месте. Получается, кончик у нас прячется где-то на 1 сантиметр в другую трубочку. У другой трубочки я обрезаю немного начало, где-то миллиметра 2. Ну, тот кончик, который торчит. Капаю клея и вставляю кончик. Вот таким образом, видите, наращивание. Делаю этой трубочкой виток на стойке. Аккуратненько. Здесь аккуратно нужно действовать, потому как место наращивания достаточно деликатное место. И следующей трубочкой делаю верхний виток. И смотрите, место наращивания скрывается за эту трубочку. Это идеальный способ наращивания трубочек в таком узоре, так что советую именно его. Да, на самом деле получается не очень экономно, потому как всегда нужно предугадывать это событие заранее. И иногда случается так, что нужно очень много обрезать у трубочки. Но если вы хотите идеальности и аккуратности в плетении в вашем изделии, то советую не жалеть трубочки все-таки, а действовать уже так, как нужно с точки зрения идеальности и аккуратности. Я проплела первый ряд и пришла к началу. Здесь, помните, мы с вами только начинали плести этим узором. Вот два наших первых витка. И делаю все то же самое, что и делала до этого. То есть я плету по спирали, никаких здесь переходов таких особых и не нужно. То есть я сделала верхний виток вот этой цветной трубочкой. Делаю виток ей же на следующей стойке. То есть у нас получается это первый нижний виток в следующем ряду. И далее эта трубочка у нас также идет наверх, и ей делаю второй виток, верхний. И плету дальше следующий ряд, тем же самым способом абсолютно, по спирали. Вот так у нас выглядит место перехода.
Я проплела второй ряд и сейчас подхожу к плетению третьего ряда. Здесь наращиваю рабочую трубочку именно в этом месте. Кстати, смотрите, сколько я от трубочки отрезаю. Вот в этом плане, конечно, узор, он очень неэкономный получается в плане расхода трубочек, потому как приходится очень много срезать у трубочки для того, чтобы выполнить наращивание в нужном месте, в нужном незаметном месте. Узор очень красивый, но из-за вот этого неэкономного, так сказать, его плетения, все-таки минус в этом есть. Я дошла до начальной стойки, вот здесь как раз-таки делаю переход. Вот сейчас, где у меня виток, это начальная стойка. Особого перехода также и не делаю, как я уже говорила, да, я плету по спирали, поэтому просто продолжаю плетение в том же, можно сказать, направлении. Здесь точно также мы срезаем трубочку, точно также здесь очень много срезается у трубочки. Ну вот в этом плане, конечно, нужно иметь в виду, что такой узор не экономный. Подтягиваю обязательно все витки, которые я проплела. И продолжаю плести этим узором дальше. Здесь хочу сказать пару слов о самих трубочках. Они у меня обработаны бесцветной пропиткой для дерева дюфа. Как обычно я их обрабатываю. Я в своем отдельном видео показываю очень подробно этот процесс, ссылку оставляю в описании. И здесь хочу сказать, что, конечно, для плетения этого узора именно обработанные трубочки очень хорошо подходят. Они не махрятся, ими делать витки одно удовольствие, нету заломов, нету трещин, так что имейте это в виду. Ну вот я уже проплела этим узором столько, сколько мне нужно. Здесь у меня 3 ряда проплетено. Смотрится очень красиво этот узор. Согласны? Напишите свое мнение в комментариях обязательно. А сейчас я буду заканчивать плетение и переходить на веревочку в 2 трубочки. Но перед этим я обязательно все это дело подтяну, выровняю высоту рядов, потому как где-то у меня витки немного посвободнее, где-то чуть поплотнее, так что все это дело я выравниваю. В этом мне иногда помогает линейка, посмотреть, все ли у меня нормально по высоте сплетено. Да, вот как раз здесь у меня форма пузатика, поэтому я и не плела по форме. И как раз таки этот ажур, этот узор у нас выводит стойки немножечко вовнутрь. Ну, то, в принципе, что я и хотела. Если вы хотите иметь прямые стойки, то тогда лучше плести, конечно, по форме. Я подошла к моменту перехода на веревочку в 2 трубочки. Вот здесь наша начальная стойка. И сейчас я беру цветную трубочку и завожу за эту начальную стойку. Именно за стойкой я ее наращиваю на трубочку уже другого основного цвета. Размещаем эту трубочку за стойкой. Следующую трубочку я беру, располагаю вот таким вот образом перед начальной стойкой, но уже за следующей, за начальной стойкой. Вот таким образом. И начинаю плести веревочку в 2 трубочки. Вот так у нас выглядит место перехода. Все очень просто, как видите. Плетем по спирали дальше. Если вам нужно сделать переход на веревочку в 3 трубочки или в 4, просто подставляете дополнительные трубочки, вот как сейчас я показываю, и плетете уже этот узор. Кстати, этот момент с подставлением трубочек для плетения веревочки в 3 трубочки, в 4 и более я показывала в одном из своих видео по плетению ажурной подставки для бутылки. Ссылку на это видео я тоже оставлю в описании, так что заглядывайте туда, там все очень подробно показано это. А сейчас я покажу второй вариант начала плетения этого узора. Здесь у нас полностью закрыт предыдущий ряд в плетении, то есть убраны рабочие трубочки, и рабочих трубочек у нас нет, поэтому мы с вами подставляем новые рабочие трубочки. Но так как плету я этот узор 2 цветами, поэтому подставляю рабочие трубочки разных цветов.
Здесь подставить рабочие трубочки можно по-разному, то есть можно вставить в саму стойку, но тогда вот это место при плетении данного узора будет видно, а можно подставить вот таким образом за стойку и начинать плести. То есть сначала мы делаем виток одной трубочкой одного цвета, затем подставляем трубочку другого цвета, делаем виток сверху. Сразу переходим на следующую стойку, делаем там виток, нижний виток. Берем эту рабочую трубочку и делаем верхний виток ей. И теперь так далее по кругу плетем этот узор. А эти концы от подставленных рабочих трубочек, которые сейчас немного торчат, я впоследствии очень аккуратно приклею с изнаночной стороны. И все-таки при плетении этого узора я предпочитаю использовать первый вариант начала плетения этого узора, когда у нас уже имеются рабочие трубочки от плетения предыдущего ряда. Тогда переход становится более незаметен и ничего подклеивать не нужно. Ну вот такой ажурный узор у нас с вами получился. Обязательно напишите в комментариях, понравился ли вам этот узор, понравилось ли вам видео и все ли было понятно в этом видео для вас. Я очень буду рада, если вам этот узор понравился, и обязательно используйте его в своей практике, он плетется очень легко. Главное, чтобы трубочки были у нас пластичные, обработанные, и тогда не будет никаких заломов и трещин. А как раз скоро Пасха, так что этот узор отлично подойдет для плетения пасхальных корзиночек. Очень интересно и выигрышно смотрится. Можно попробовать плетение его разными способами, разными цветами. Можно комбинировать с различными другими узорами, так что экспериментируйте, и у вас все получится. Буду рада, если это видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Здесь вы найдете вдохновение, легкого плетения. Друзья, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!